Добрый день. Уважаемые коллеги, друзья, добрый день. Я всех вас рад приветствовать в Петербурге. Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета предстоит подвести итоги совместной деятельности по развитию экономической интеграции в текущем году и, конечно, поговорить о планах на будущее. Подчеркну, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается довольно успешно и весьма динамично, способствует более полному раскрытию экономического потенциала наших государств. Совокупный ВВП стран Союза увеличился в первом полугодии 2018 года на 2%. Продолжился и рост производства в промышленности. В целом по Евразес плюс 3,3%. В сельском хозяйстве плюс 2,4%. На 12% выросли объемы внутрисоюзной торговли, достигнув 44 миллиардов долларов. Товарооборот с внешними партнерами увеличился на 21%, до 548 миллиардов долларов, причем преимущественно за счет наращивания нашего экспорта. Евразес улучшил свои позиции в международных рейтингах, в частности, в ведении бизнеса Doing Business 2018. По средневзвешенным показателям государств-членов переместился на 31 место. Напомню, в 2017 году это было 40-е из 190 экономик мира. В течение года российское председательство Евразес продолжило работу по всей интеграционной повестке дня, в том числе по вопросам функционирования общего внутреннего рынка. Вместе с партнерами по Союзу сосредоточили усилия на расширении практики наднационального регулирования. На нашей встрече в мае в Сочи подписано соглашение о маркировке товаров, реализация которого обеспечит прозрачность торговых операций, позволит лучше защитить права потребителей и гарантировать равные условия конкуренции. К сегодняшнему заседанию подготовлены проекты важных решений о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа. По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до 9 миллиардов долларов. Продолжается совершенствование системы технического регулирования и контроля за качеством продукции. Единые технические стандарты уже разработаны для 85% товаров, производимых нашими странами. Интенсивно развивается производственная кооперация в металлургии, электронике, химической, легкой промышленности и других отраслях. При этом приоритетное внимание уделяется экспортно-ориентированным секторам и производству товаров с высокой долей инноваций. Сформирована нормативная и институциональная база для запуска единого цифрового пространства Евразес. В бюджете Союза на 2019 год, который нам предстоит утвердить сегодня, предусмотрены значительные средства на реализацию крупных цифровых проектов. Перспективным представляется сотрудничество государств Евразес в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынков третьих стран. Можно подумать и над принятием совместной программы научно-технологического развития. Важно, что между государствами и членами Евразес укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики. В сентябре представители центральных банков подписали соглашение о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. Это большой шаг на пути к формированию общего финансового пространства. Предлагаем проработать вопрос о создании в Евразес общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий. Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета. Российская сторона также предлагает включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры. И, конечно, больше внимания следует уделять межрегиональному сотрудничеству. Продолжают расширяться и внешние связи Евразес. В мае подписано соглашение о международных договорах Евразес с третьими странами
и международными организациями. Россия выполнила необходимые для его вступления в силу внутренние процедуры. Исходим из того, что и в остальных государствах-членах этот процесс завершится в самое ближайшее время. В ноябре Евразийской экономической комиссии заключены меморандумы о взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ и АСЕАН. Видим в этом шаг на пути к реализации проекта большого евразийского партнерства. Сегодня нам предстоит принять решение о вступлении в силу соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном. Рассчитываем на скорейшее завершение переговоров по преференциальным торговым договорам с Сингапуром, Израилем, Сербией и в перспективе с Индией и Египтом. Отмечу, что по инициативе России к нынешнему заседанию подготовлен проект декларации об углублении интеграционных процессов. Речь идет о том, чтобы не только подтвердить настрой на всемирное развитие и укрепление Евразийского союза, но и продемонстрировать, что главную стратегическую задачу интеграции мы видим в обеспечении устойчивого экономического роста государств-членов Евразес, повышения благосостояния и улучшения качества жизни наших граждан. В следующем году на председательство в Евразес заступает Армения. Хотел бы пожелать нашим армянским друзьям успеха. Позвольте передать слово Николаю Владимировичу Пашиняну, пожалуйста.